Тема истории Италии с 1559 по 1814 год. Италия в новое время. После заключения Като-Камбризийского мира, Като-Камбризийский мир, два договора, подписанных в 1559 году во французском городе Като-Камбризи, положившие конец итальянским войнам. Франция отказалась от своих притязаний на Миланское герцогство и на испанские вице-королевства Мецаджорно. Мецаджорно – это Южная Италия. Некоторые итальянские государства находились под властью могущественных династий: Медичи в Тоскане, Медичи – олигархическое семейство, представителей которого с 13 по 18 век неоднократно становились правителями Флоренции. Наиболее известны как меценаты самых выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения. Форнезе в Парме, Форнезе – потомки папы римского Павла III, получившие от него во владение герцогство Пармское. Эсте Модени. Эсте – одна из древнейших княжеских фамилий Италии, на протяжении более чем 500 лет правившая Феррарой и Моденой. Отразила в себе характерные особенности итальянской цивилизации и итальянского принципата, и Савойский дом, Савойская династия Пьемонте. Савойский дом, Савойская династия – род, правивший с XI века графством Савойя и марграфством Суза, с 1416 года Савойским герцогством, с 1720 года Сардинско-Пьемонтским королевством и с 1861 года до конца Второй мировой войны Итальянским королевством. В разное время власть Савойского дома распространялась и на другие территории. При Эммануиле Филиберте в конце XVI века столицей Савойских владений стал город Турин, в то время как Южные королевства, Неаполитанское королевство, королевство Сицилия и Сардинское королевство находились под прямым управлением Испанской империи. Пьемонт вернулся к Савойской династии из Франции благодаря роли, которую сыграл герцог Эммануил Филиберт в битве при Сен-Кантене во время Итальянской войны 1551-1559 годов. Савойский дом был итальянизирован в конце итальянских войн, когда Эммануил Филиберт сделал Турин столицей земель Савойского дома, и итальянский язык стал официальным. Медичи продолжали править Флоренцией благодаря соглашению, подписанному между римским папой и Карлом V в 1530 году, а позже были признаны папой Пием V в качестве правящей семьи Великого герцогства Тосканского. Папа организовал Священную Лигу, коалицию, которая разгромила вторгшиеся османские войска в битве при Лепанто, 1571 год. Священная Лига – коалиция католических государств, существовавшая в период с 1571 года по 1573 год и образованная с целью борьбы против османской экспансии, в частности, стремления турок установить контроль над Восточным Средиземноморьем. Папская область начала контрреформацию. Контрреформация – католическое церковно-политическое движение, направленное против реформации и имевшее своей целью восстановить позиции римско-католической церкви, которая началась с Тридентского собора. Тридентский собор считается отправной точкой контрреформации и длилась до Вестфальского мира. Этот период совпадает с европейскими религиозными войнами. Многие итальянцы активно участвовали в них, а также в других католических странах были в качестве де-факто правителей Франции и военных генералов, служивших под эгидой Священной Римской империи. Несмотря на победу при Лепанто, венецианцы постепенно уступали османам свои владения в Восточном Средиземноморье, включая Кипр и Крит. Венеция захватила Пелопоннес во время Великой Турецкой войны. В Турции Великая Турецкая война известна как война Священной Лиги, но земля была возвращена после последней турецко-венецианской войны. Когда разразилась Семилетняя война, Венеция была исключена из системы европейского концерта. То же самое было характерно для венецианских соперников, таких как Османская империя, и генуэзцев, которые потеряли свои владения в Тунисе, а позже на Корсике. Кризис Генуэзской республики привел к кризису Испании, поскольку Генуэзская республика была ключевым союзником Испанской империи с XVI века. Война за испанское наследство и война Четверного альянса утвердили Габсбургскую монархию в качестве доминирующей державы на большей части территории современной Ломбардии и Южной Италии, хотя война за польское наследство привела к переизбранию испанцев на юге неаполитанских бурбонов или сицилийских бурбонов. Виктор Амадей II вместе с Евгением Савойским разгромили франко-испанские войска во время осады Турина, а затем образовали Сардинское королевство или королевство Пьемонт-Сардиния. Габсбург-Лотаринский дом сменил Медичи в 1737 году, а Венеция также стала частью Австрии по Кампо-Формийскому договору в 1797 году. Эпоха Наполеона. Про Наполеона есть видео на канале, я оставлю ссылку. Или наполеоновская эпоха является связующим звеном между иностранным господством и ресорджимента. Ресорджимента – возрождение, обновление, термин, обозначающий национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства за объединение раздробленной Италии. Ресорджимента завершилась в 1870 году присоединением Рима к итальянскому королевству. После военных успехов Наполеона, которые произошли в Италии, Наполеон провозгласил себя президентом Италии и королем Италии. Италия стала частью
области французской сферы влияния, Наполеон был оценен большинством итальянских интеллектуалов, в том числе писателем Алессандро Манцони. Реставрация, последовавшая за поражением Франции, не смогла стереть политические и законодательные новшества, которые внес в Италию Наполеон. Итальянские войны – показатель того, как 65 лет французы нападали на итальянские государства, начиная с вторжения Карла VIII в Неаполь в 1494 году. Однако Катто-Камбрийский мир привел к тому, что большая часть Италии оказалась под прямым или косвенным контролем Габсбургов. Итальянские войска служили по всей Европе на стороне католиков в эпоху европейских религиозных войн. Сражались в Германии, во Франции, в Италии, Испанских Нидерландах, Северной Африке, Центральной и Южной Америке с очень хорошими результатами. В ходе войны за испанское наследство контроль над большей частью Неаполя и Сицилии перешел от Испании к Австрии по Утрехтскому мирному договору 1713 года. Утрехтский мирный договор – договор, положивший конец войне за испанское наследство. Мирный договор состоял из соглашений, подписанных в Утрехте в апреле и июле 1713 года между Францией и Испанией с одной стороны, Великобританией, Голландской республикой, Священной Римской империей, Португалией и Савойей с другой. В марте 1714 года в дополнение к Утрехтскому был подписан Раштатский мир, а в сентябре 1714 года Баденский договор. Однако испанцы вернули Неаполь и Сицилию после битвы при Битонте в 1738 году. Испанская и австрийская гегемония не всегда основывалась на прямом правлении. Такие государства, как Венецианская республика, Генуэзская республика, Папская область, герцогство Эста и Савойского дома были единственными независимыми государствами, в то время как большая часть остальной Италии полагалась на защиту Испании или Австрии от внешней агрессии. Кроме того, те области, которые находились под прямым испанским, позднее австрийским контролем, связанными с Испанией и Австрией только личными союзами, теоретически были независимыми княжествами. В XVI веке Италия начала переживать экономический и социальный упадок. Период ВГО великих географических открытий сместил центр торговли в Европе со Средиземноморья на Атлантику, и поэтому итальянские государства потеряли большую часть своего прежнего значения. Венеция продолжала ожесточенно сражаться с Османской империей за контроль над форпостами в Восточном Средиземноморье. Она участвовала в Великом морском сражении при Лепанто в 1571 году и в дальнейшем сражалась с турками до 1669 года. К XVIII веку экономическая активность сократилась, поскольку город замкнулся в себе и впал в застой, став легкой добычей для французских революционных армий в 1796 году. Папская область также потеряла большую часть своей прежней власти, поскольку протестантская реформация разделила Европу на два лагеря. Оставшиеся католические князья все больше стремились быть хозяевами в своих собственных домах и часто вступали в конфликты с папством. Во время непрекращающегося соперничества между Францией и Испанией, двумя великими католическими державами Европы, папы часто выступали в качестве посредников. Отношения с Парижем резко ухудшились во время правления Людовика XIV. Про Людовика XIV есть видео на канале, я оставлю ссылку. Пока он и папство не нашли общий язык в том, как подавить Янсенизм.
янсенизм. Янсенизм – религиозное движение в католической церкви 17-18 веков, осужденное со временем как ересь, подчеркивало испорченную природу человека вследствие первородного греха, а следовательно предопределение абсолютную необходимость для спасения божественной благодати. Свободе выбора человеком убеждений, поступков янсенисты не придавали решающего значения. В самой Италии политическое значение папства снизилось. Папы-контрреформаторы в основном занимались религиозными вопросами и церковной реформой, и поэтому у них было мало времени для политики, они работали над борьбой с разбоем. В дополнение к потере политической власти церковь подвергалась растущим нападкам в эпоху просвещения в XVIII веке. По мере того, как Испания приходила в упадок в XVI веке, то же самое происходило и с ее итальянскими владениями в Неаполе, Сицилии, Сардинии, Милане. Южная Италия была бедной, застойной, отрезанной от основного потока событий в Европе. Неаполь был одним из самых перенаселенных и антисанитарных городов континента с преступным и нестабильным населением. Неаполитанская аристократия долго возмущалась испанским правлением и приветствовала приход австрийцев в 1707 году. Однако они были разочарованы, поскольку Вена продолжала практику отказа Неаполю в какой-либо автономии. В то время как бушевала война, Австрия наложила огромное налоговое бремя на город и не начала обеспечивать его каким-либо адекватным управлением до тех пор, пока не наступил мир. В дальнейшем Неаполь пережил несколько бурных лет голода и социальных волнений. Международные проблемы препятствовали любой попытке административной реформы. В дальнейшем уроженец Испании взошел на трон возрожденного Неаполитанского королевства в 1734 году. В 1759 году он уехал, чтобы стать королем Испании Карлом III, и его сменил его сын Фердинанд, который был несовершеннолетним, и поэтому управление страной перешло к регенту Бернардо Тануччи. Бернардо Тануччи – неаполитанский политик эпохи Просвещения, представитель просвещенного абсолютизма. Тануччи путем ряда реформ ослабил власть традиционных неаполитанских институтов. Фердинанд достиг совершеннолетия в 1767 году, но мало интересовался правительством и в значительной степени находился под влиянием своей жены, которой не нравилась происпанская позиция Тануччи, и ей удалось заменить его сэром Джоном Актоном. Когда разразилась французская революция, они объединились с Австрией и Великобританией против Франции. У Сицилии были мирные отношения с Мадридом, поскольку испанцы в значительной степени позволяли острову самостоятельно управлять своими делами. Поскольку это был важный форпост Средиземноморья, а также важный торговый партнер Испании, дружеские связи ценились высоко. После того, как Сицилия перешла под австрийское правление в 1720 году, начались проблемы, поскольку Вена разместила на острове постоянные гарнизоны войск немецкого происхождения, что спровоцировало частые ожесточенные столкновения с местным населением. Коррупция и отсталость сицилийского общества затрудняли многое, и, как и Неаполь, Сицилия была вынуждена платить огромные налоги и дань Вене. Однако Карл VI попытался укрепить экономику Сицилии, превратив Мессину и другие места в важные порты, чтобы улучшить торговлю, а также укрепил разрушающуюся шелковую промышленность острова. Но император не смог компенсировать экономический спад, который был вне его контроля, и многие из его проектов оказались невыполнимыми, что в конечном итоге привело к почти полному экономическому краху. У Карла была сложная религиозная ситуация на Сицилии, где король традиционно служил папским легатом. Папский легат – это личный представитель Папы Римского в разных странах с поручением на срок, необходимый для его выполнения. И он стремился сохранить это любой ценой, обещая при этом защищать католическую веру. Он и его министры успешно заключили мир с Ватиканом, однако в конце концов австрийское правление не оказало существенного влияния на Сицилию. Испанские войска владели островом в 1734 году. Сардиния была предоставлена самой себе, и многие испанцы поселились на острове, экономика которого в основном основывалась на скотоводстве и который мало контактировал с остальной Италией.
сыграла заметную, хотя и небольшую роль в Италии XVIII века. Хотя большая часть Италии контролировалась консервативными Габсбургами или Папой Римский, Тоскана имела некоторые возможности для реформ. Леопольд II, великий герцог Тосканы, отменил смертную казнь и снизил цензуру. Из Неаполя Антонио Дженовези оказал мощное влияние на поколение южноитальянских интеллектуалов и на многих студентов университетов. Его учебник «Философия справедливого и честного» был противоречивой попыткой посредничества между историей моральной философии с одной стороны и конкретными проблемами, с которыми столкнулось коммерческое общество XVIII века, с другой. В нем содержалась большая часть политического, философского и экономического руководства Дженовези по экономическому и социальному развитию Неаполя. Наука процветала, когда Алессандро Вольта, итальянский физик, химик и физиолог, и Луиджи Гальвани, итальянский врач, анатом, физиолог и физик, сделали серьезные открытия в области электричества. Пьетро Вери был ведущим экономистом в Ломбардии, историк Йозеф Алоис Шумпетер, австрийский и американский экономист, политолог, социолог и историк экономической мысли, популяризировал термины «созидательное разрушение» в экономической теории и «элитарная демократия» в политологии. Самым влиятельным ученым в области итальянского просвещения был Франко Вентури, итальянский историк и журналист. Преподавал в Туринском и ряде других университетов, специализировался на историографии, социально-политической истории, был одним из самых активных участников итальянского антифашистского движения. Пишет Валерио Линтнер, ко времени французской революции просветительские реформы уже повсеместно иссякли, может быть, за исключением Ломбардии. Кроме того, на большей части территории преобразования вообще не начинались. Альтернативный и, быть может, более реалистичный подход показывает, что перипетии наполеоновских лет оказали скорее положительное действие на историческое развитие Италии. Начнем с того, что Наполеон внес некоторые не вполне очевидные, но важные улучшения в жизни итальянцев. На территории страны действовал кодекс Наполеона, который в традициях французской революции провозглашал равенство людей перед законом. Было начато строительство новых школ, дорог и приняты другие общественные проекты, пересмотрена финансовая и административная система. Но действительная значимость наполеоновского периода для итальянцев была гораздо существеннее. Во-первых, Наполеон пробудил государство от вековой летаргии и неподвижности, показал итальянцам, как легко и быстро можно перевернуть давным-давно установленный порядок. Во-вторых, в политическую повестку было внесено объединение Италии. Французское королевство Италии разрушило традиционные политические границы и стало образцом для будущих патриотов, поскольку часто рассматривалось как прообраз единой Италии. Например, итальянский флаг, триколор с зеленым цветом свободы, красным и белым цветами Болонии, возник во времена Цезальпинской республики. Самым, быть может, значительным было то, что рассмотренный период заложил основы националистически настроенного итальянского среднего класса. Эти люди впоследствии окажут влияние на новые силы общественного мнения, будучи уже знакомыми с новыми образцами политической организации и деятельности. В конце XVIII века Италия находилась почти в тех же политических условиях, что и в XVI веке. В определенной степени основные различия заключались в том, что Австрия сменила Испанию в качестве доминирующей иностранной державы после войны за испанское наследство, и что герцоги Савойи стали королями Сардинии, увеличив свои итальянские владения, которые включали Сардинию, северо-западный регион Пьемонта. Французская революция, к ней в Италии отнеслись внимательно, поскольку попытки по проведению реформ просвещенных деспотов на протяжении всего XVIII века оказались в значительной степени безуспешными. Интеллигенция стала обсуждать радикальные изменения. В дальнейшем, однако, впрочем, как и следовало ожидать, истеблишмент Италии, истеблишмент – это правящие привилегированные круги общества, а также вся система их власти, стал полностью враждебен идеям, исходящим из Франции, и были начаты жесткие репрессии против инакомыслящих. В 1792 году французские армии вторглись на итальянскую землю, и в том же году обедневшие пьемонтские крестьяне предупредили своего короля, что он тоже может предстать перед судом, как это случилось с Людовиком XVI во Франции. Средний класс в Риме восстал против политической власти Ватикана. В Венеции было осуждено правительство, однако большинство этих протестов мало что дали за пределами Пьемонта и Неаполя, а на юге был раскрыт заговор, и зачинщики были казнены, десятки несогласных бежали во Францию после судебных процессов.
Один из этих несогласных, Филиппо Бонуарти, представитель древнего тосканского дворянского рода, вернулся в Италию вместе с французскими армиями и на короткое время создал революционное правительство в городе Анелья, регион Лигурия. Привилегии дворянства были отменены, а что касаемо церкви, был унесен универсалистский культ высшего существа. Но после того, как Робеспьер лишился власти во Франции, и этот эксперимент быстро закончился. В дальнейшем ситуация пошатнулась. В 1796 году Наполеон вошел в Италию с целью заставить первую коалицию покинуть Сардинию, где был антиреволюционный марионеточный правитель, и вынудить Австрию уйти из Италии. Первые бои произошли 9 апреля между французами и пьемонцами, и всего через 2 недели Виктор Амадей III был вынужден подписать перемирие. 15 мая французский генерал затем вступил в Милан, где его приветствовали как освободителя, впоследствии отбивая австрийские контратаки, продолжая наступление. Он прибыл в Венето в 1797 году. Там произошел акт восстания против французского гнета, который сковал Наполеона примерно на неделю. В октябре 1797 года Наполеон подписал Кампо-Формийский мир, мирный договор между Францией и Австрией, завершивший первый этап революционных войн. Договор завершил успешную для Французской республики войну против Австрии и оформил выход ее из первой антифранцузской коалиции. Венецианская республика была присоединена к австрийскому государству, разбив надежды итальянских националистов на то, что она может стать независимым государством. Этот договор продемонстрировал существование Цезальпинской республики, состоящей из Ломбардии, Эмилии, Романии и небольших частей Тосканы и Венето, и плюс присоединение Пьемонта к Франции. Цезальпинская или Цизальпинская республика была сателлитом Франции. Цезальпинская республика была преобразована в Итальянскую республику в 1802 году под председательством Наполеона. Поскольку все это было навязано внешней силой, это не могло длиться долго. Чтобы добиться перемен, потребуется настоящее массовое движение. Кроме того, даже коренные республиканцы разочаровались, когда поняли, что французы ожидают от них послушания и огромных налогов. Французы часто вмешивались в местные дела. Однако и возвращение к старому феодальному порядку было столь же нежелательно, и поэтому республиканское движение постепенно определит свои цели как национализм и единое итальянское государство. В 1798 году Франции был оккупирован Рим, папа был отправлен в изгнание. Когда Наполеон отправился в Египет, король Фердинанд VI отвоевал Рим и восстановил папство. Но почти сразу же после того, как его армии ушли, французы вернулись и заняли Неаполь. Двор Фердинанда был отправлен в изгнание британским флотом, была создана другая республика, Партенопейская республика, также Неаполитанская республика, кратковременное государственное образование, провозглашенное в январе 1799 года неаполитанскими республиканцами с помощью французских войск, свергнувшими бурбонскую монархию Неаполитанского королевства, которая управляла более радикальным и демократическим образом, чем другие. Но Фердинанд умело организовал контрреволюцию во главе с Фабрицио Руфо, который сплотил крестьянскую толпу, которая затем отвоевала Неаполь и продолжила грабить и разрушать усадьбы ненавистной знати. Были также массовые убийства людей, которые поддерживали французов. После этого Фердинанд с триумфом вернулся в свою столицу. 100 революционных лидеров были без суда и следствия преданы суду и казнены. В Северной Италии французы оккупировали Тоскану весной 1799 года, пока очередное крестьянское восстание не изгнало их оттуда. Евреи, подозреваемые в якобинстве, были массово уничтожены толпой, а дворянство и церковь быстро восстановили власть. Наполеон начал новое вторжение в Италию. Милан пал 2 июня 1800 года, и поражение Австрии там и в Германии положили конец войне второй коалиции. Австрия сохранила контроль только над Венецией, в то время как Франция доминировала на всей остальной территории Северной Италии. Наполеон в течение следующих нескольких лет объединил свои итальянские владения в единую итальянскую республику, которой правил Франческо Мельци-Дариль. Но в 1805 году он решил превратить республику в королевство, которым стал править его пасынок принц Эжен де Багарне. Королевство Италия постепенно расширялось. В 1805 году после победы Франции на Третьей коалиции и Пресбургского мира Наполеон вернул Венето и Далмацию, присоединил их к Итальянской республике и переименовал ее в Королевство Италия. Также в том же году второе государство-сателлит Лигурийская республика было вынуждено объединиться с Францией в 1806 году. Он завоевал Неаполитанское королевство и даровал его своему брату, а затем в 1808 году Иоахиму Мюрату, а также выдал замуж своих сестер Элизу и Полину за принцев Феликса Паскаля Бачиоки и Камило Боргезе. В 1809 году Бонапарт оккупировал Рим и вступил в конфликт с Папой Римским, который отлучил его от церкви. Чтобы сохранить эффективность государства, он сослал папу сначала в Савонну, затем во Францию, и коллекции произведений искусства папских государств поместил в Лувр. Спустя время, в дальнейшем, после русской кампании 1812 года, Россия и государства Европы объединились и победили Наполеона в битве при
Лейпциге, после чего его итальянские союзные государства отказались от него. Мюрат отказался, чтобы вступить в союз с Австрией. Потерпев поражение под Парижем, Наполеон был вынужден отказаться от своего трона и был отправлен в изгнание на Эльбу. После побега Наполеона и возвращения во Францию, период 100 дней, он смог восстановить поддержку Мюрата, но Мюрат оказался неспособным убедить итальянцев сражаться за Наполеона. После своего провозглашения прокламации Римини был избит и убит. В попытке найти союзников в своей отчаянной битве за удержание своего трона Мюрат объявил войну Австрии, использовав прокламацию, чтобы призвать итальянцев восстать против австрийских оккупантов и показать себя сторонником независимости Италии. В дальнейшем начался период реставрации Италии, когда многие правители вернулись на свои троны. Политические и социальные события этого периода привели к серьезным народным восстаниям, в значительной степени сформировали то, что впоследствии стало войнами за независимость Италии. Все это привело к созданию нового королевства Италии и объединению Италии.